Мне необходимо изготовить шахматную доску. Доска будет сделана из мореного дуба и клена. Игровое поле и рамка будет сделана из также мореного дуба. Размер клетки будет 2,25 дюйма или 57 миллиметров. Соответственно, игровое поле будет 456 на 456, а вместе с рамкой будет примерно 560 на 560. На примере этой доски я хочу подробно объяснить, как изготавливать торцевые шахматные доски. Это модель так называемым парящим полем, то есть она будет двухуровневая, и игровое поле будет примерно на 10 миллиметров возвышаться над рамкой. То есть это такая достаточно популярная модель. Сейчас покажу, как ее делать. Здесь будет нумерация по бокам, но это возможно сделать только при помощи станка с ЧПУ. Как правило, такой толстый пиломатериал 57 миллиметров найти сложно. У меня в таком размере чуть больше 60 и 90 есть только орех и сапели, поэтому клетка у каждой доски будет составная. В частности, пиломатериала буду использовать дюймовый. Подготовил щиты, и сейчас буду из этих щитов делать материал для клеток. То есть каждая клетка будет склеена, она будет состоять из нескольких кусочков. С одной стороны, это кому-то покажется, может быть, не очень красивым, но с точки зрения усушки, долговечности доски, это лучше. Чем более мелкие кусочки представляют собой одну клетку, тем более стабильной и долговечной будет доска. Размер клетки и доски будет составлять 57 миллиметров, поэтому устанавливаем ширину пиления 59 миллиметров и формируем щит для черных клеток, а потом для белых. Для изготовления одной доски, точнее одного игрового поля, длина щита должна быть не менее 250 миллиметров, а ширина должна быть не менее 260. У меня вот здесь где-то 600 миллиметров, поэтому я распилю их пополам и сформирую щиты. Вот получились два вот таких щита. Как-то перемешиваем отрезки, следя за тем, чтобы линии склейки не совпадали, как нравится. Здесь также. Щиты получились 280 миллиметров, нам нужно будет где-то 260, небольшой отрезок останется. Длина у меня получилась 280, то есть это вполне достаточно. Теперь эти щиты склеиваем. Сейчас нужно сделать основу доски. То есть это будет такое дубовая основа, обычно я делаю из дуба, как наиболее стабильного материала. И затем будет рамка из мореного дуба. Доска у нас, игровое поле у нас 456 на 456 миллиметров, но оно будет отфрезеровано вот таким образом, чтобы опуститься в базу. Поэтому размеры дубовой основы делаем 436 на 436. Толщину основы я обычно делаю 20 миллиметров. Подготовил я 4 элемента
основы. Длина 400, больше чем 436. Но, строго говоря, таких длин нам нужно будет 2. Остальные будут более короткие, чтобы потом сформировать вот такую базу 436 на 436. Их склеиваем и потом будем в дальнейшем обрабатывать. Приступаем к склейке. Для склеивания я обычно использую клей-берит. Можно использовать Titebond 2, можно даже 1, поскольку водостойкость здесь не очень важна. Здесь сразу все 4 детали, естественно, не склеиваем между собой. Далее склеиваем элементы для игрового поля. Щит толстый, поэтому лучше использовать 4 струбцины, несмотря на то, что он очень короткий. Клей выступил по всей длине шва, значит склейка будет хорошей. Теперь доводим толщину полученных щитов до 57 миллиметров. От каждого щита отпиливаем 4 отрезка шириной 59 миллиметров. Переворачиваем все отрезки на 90 градусов. Ширина каждого отрезка 57 миллиметров, то есть это вот одна сторона нашей клетки уже готова. И формируем игровое поле. Щит, из которого будет сделано игровое поле. Склеиваем. Теперь займемся основанием доски. Шлифуем отрезки и затем подгоняем по размеру. Теперь делаем рамку размером чуть больше, чем 436. То есть сначала склеим, а потом уже точно отрежем по размеру. То есть вот эта длина у меня 445, ну тогда вот сделаю 445. Здесь 105, 210, значит надо 445 минус 210. То есть 235. Мне нужны такие отрезки длиной 235 миллиметров. Ну, получается вот так вот такая будет рамка 45. И вот таким образом склеиваем. Внутренние стороны рамки лучше сразу шлифовать, потому что потом это будет сделать достаточно сложно.
основой будет черная рамка из мореного дуба. Мне нужна достаточно широкая рамка, где-то около 50 миллиметров. Я еще нанесу на них нумерацию на станке ЩПУ, поэтому я сначала их склею, нанесу на станке ЩПУ цифры и буквы, а потом уже буду приклеивать к основе рамки. Если этого не делать, теоретически это можно делать, приклеивать поочередно прямо к этой основе. Переворачиваю торцевой поверхностью вверх. И клеим вот такой торцевой щит. Мне нужна рамка из мореного дуба шириной 50 миллиметров, поэтому я сначала склею, а потом уже напилю доски нужной толщины. Клеим щит для игрового поля. Мне нужно склеить основание доски. Вот таким образом. Клеить его не очень удобно, вот это все падает, поэтому обычно я вот использую и прищепки. Вот, и потом как бы затягиваю. Клеить нужно максимально ровно, чтобы потом много не шлифовать. Высохший щит опять пропускаем через рейсмус и делаем толщину равной 57 миллиметрам. Толщина игрового поля будет 20 миллиметров, поэтому отпиливаем на циркулярке полоски шириной 22 миллиметра. Ну и отпиливаем, естественно, 8 штук, чтобы сформировать игровое поле. Поворачиваем все отрезки на 90 градусов торцевой поверхностью вверх. А затем каждый второй поворачиваем на 180. Вот мы получили игровое поле. Сейчас его склеиваем. Нужно очень внимательно следить за тем, чтобы углы черных и белых квадратов совпали. Я обычно это отслеживаю по центральной линии.
Затягиваем струбцину. Очень важно не сдвинуть полоски во время затягивания. Это вполне возможно. Что для этого нужно делать? Во-первых, струбцину нужно разместить строго перпендикулярно склеиваемым граням. Струбцину сильно не затягивать. Чуть-чуть затянули. Наложили вторую струбцину. Опять немного затянули. Доску перевернули. Наложили еще 2 струбцины. Также сильно не затягивая. А теперь попеременно, постепенно затягиваем все струбцины, создавая одинаковое давление. В этом случае никакого сдвига у нас не будет. И когда уже наложены 4 струбцины, клей немного схватился и сдвига уже не будет. Сушим. Когда склеена заготовка на рамку, которая будет вокруг основания, рамка также из мореного дуба. Сейчас ее шлифую и пилю на отрезки шириной 50 миллиметров. Кромки. Теперь мне нужно нанести нумерацию, цифры и буквы на рамку. Но, конечно, это можно делать только на станке с ЧПУ. То есть, если этого нет, то эту стадию, конечно, можно пропустить. Отпиливаем края рамки, делая правильный квадрат, вот 436 на 436 миллиметров. Отпиливаем рамку из дуба. Видите, что она выше, чем основание, толще, чем основание, то есть сюда сядет игровое поле. Приклеим 2 этапа, сначала буквы, потом цифры, ну или наоборот, кому как нравится. Если используется нумерация, то клеим эти 2 части точно по центру. Точно по центру. Вот я сделал отметку, потому что игровое поле будет располагаться сверху, и как раз буквы должны соответствовать определенным клеткам. Чтобы меньше шлифовать, потом проверяем совпадение, чтобы эти 2 детали были на одном уровне. Отрезаем выступающие концы и немного шлифуем кромку.
приклеиваем полоски с цифрами. Основание просохло, отпиливаем выступающие кончики и шлифуем кромки. Теперь шлифуем и игровое поле, и основание доски. То есть отделка у шахматных досок должна быть очень хорошая, поэтому шлифования еще будет очень много, пока я сделаю грубое шлифование на барабанном шлифовальном станке. Теперь шлифуем края игрового поля. То есть вот эта сторона у нас ровная, поскольку склейка осуществлялась вот таким образом. Здесь есть стыки. Здесь есть стыки. То есть они очень небольшие. Когда мы отшлифуем, то, строго говоря, размер клетки уменьшится. Но он уменьшится буквально на доли миллиметра. То есть вот эти крайние клетки будут отличаться от других. Но это такие неизбежные издержки. Можно было, конечно, делать вот эти части немножко пошире, но визуально это абсолютно незаметно. Переходим к фрезерованию. Вот, игровое поле должно сесть вот в это углубление. Поэтому здесь вот выбираем четверть шириной 10 миллиметров, ну и глубиной тоже примерно 10 миллиметров, чтобы игровое поле опустилось вниз. Далее обычно я делаю как бы профилированные края, фигурные края. Для этого я использую вот такую большую мультипрофильную фрезу и выбираю вот этот профиль. Но это можно делать и обычными концевыми фрезами. То есть вот так сделать или вот так обычным ручным фрезером. Но можно оставить и в таком виде. То есть некоторые любят вот такие прямые края. То, что получилось, вот, и таким образом мы сажаем игровое поле внутрь доски. Поле должно сесть с небольшим люфтом, чтобы можно было точно позиционировать клетки относительно букв и цифр. Но это уже на последующей стадии. Теперь переходим к фрезерованию основания. Данная фреза имеет левое вращение, поэтому фрезеровать буду слева направо.
получается вот такой профиль. Далее много шлифования различными шлифовальными машинками. Сначала использую такую мощную машинку, потом перехожу к Rodex, ну и уже и финишное шлифование вот такой машинкой. Начинаю с бумаги 100 и заканчиваю бумагой на 300. Ну все, поверхности готовы к покраске. Для финишной отделки можно использовать масло, можно использовать лак. Я предпочитаю использовать лак, поскольку он дает более надежное покрытие и делает поверхность гладкой. Лак, в принципе, можно использовать любой. Можно использовать там масляный лак, нитролак, полиуретановый лак. Я предпочитаю полиуретановый лак, поскольку он дает более износостойкое покрытие, а по фигуре все-таки будут, вернее, фигурами будут по доске двигать. И во-вторых, он очень эластичный, потому что эта поверхность торцевая, и в любом случае она будет играть, будет подвергаться, даже при покрытии лаком, будет подвергаться усушке, разбуханию. Поэтому поверхность должна быть, покрытие должно быть эластичным, чтобы она выдерживала вот эти сезонные колебания древесины. Еще забыл сказать, что лак нужно использовать матовый или полуматовый. Степень глянца примерно где-то 20-30%, поскольку слишком сильные блики на шахматной доске нежелательны. Покрываем, ну, обычно 3-4 слоя лака с промежуточной шлифовкой каждого слоя. Три слоя лака, доска просохла, и рабочее поле и основание. Теперь нужно прикрепить игровое поле к основанию. Я обычно использую герметик, вот хороший герметик, который достаточно надежно крепит игровое поле к доске. Можно использовать клей, но мне герметик больше нравится, поскольку он эластичный. Проблема с любыми торцевыми поверхностями, что они очень подвержены сезонным колебаниям влажности, усыхают зимой, расширяются летом, поэтому за этим нужно следить. Можно, конечно, есть еще метод, когда используются вот такие как бы Г-образные скобы. Здесь делается паз по всей длине. Скобы одним концом вставляются в паз, другим прикручиваются к доске. Но это нужно прикручивать к игровому полю шурупами вот такую скобу, а я не очень люблю различные металлические части, детали в торцевых поверхностях, тем более она достаточно тонкая, толщина ее не более 20 мм. Я немного приподнимаю игровое поле над основанием, использую для этого такие пластиковые шайбы, толщина их 2 мм, то есть игровое поле примерно на 2 мм поднято над основанием. То есть мне в принципе нравится такой дизайн, как будто бы игровое поле парит, но наиболее важным здесь является то, что игровое поле и основание двигаются более свободно. Если бы жестко приклеить, то вот эти сезонные колебания влажности, усушка могли бы привести к трещинам. Такой способ, мне кажется, более надежным. Герметиком я креплю только в центре каждой стороны, то есть нельзя крепить по углам, поскольку
Так доска может быть жестко закреплена, и при расширении и сушке могут появиться трещины. То есть когда закреплено в центре, вот боковые части свободно играют, и центр закреплен. Наношу герметик такой горкой, все равно оно прижмется. И помещаю доску. Она села, оперлась на шайбы. Поскольку она немножко ходит, игровое поле, поскольку немножко ходит, есть возможность подровнять, чтобы со всех сторон оно было примерно одинаково. Вот и все. Этот герметик твердеет со скоростью 3 мм в сутки, поэтому как раз я оставлю на ночь, и будет достаточно для того, чтобы он хорошо схватился. Прошла ночь, я думаю, что рабочее поле уже приклеилось хорошо. Нагрузки здесь большой не будет, такой, чтобы отрывать-то, конечно, не надо. Вот, поэтому шайбу убираем. Осталось приклеить фетровые подкладки. Ну вот и все. Доска готова.